Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Почему Бориса Годунова похоронили в сидячем положении?». В 1598 году на российский трон взошел Борис Годунов. Правление этого человека ознаменовалось страшным голодом, а его смерть стала началом смуты на Руси. С останками этого царя мятежники поступили не менее ужасно. В конечном итоге он был захоронен в сидячем положении. В 1591 году 15 мая в Угличе погиб царевич Дмитрий. Следствие, произведенное на месте особой комиссией из Москвы, выяснило, что царевич, страдавший падучей болезнью, не был убит специально. Он играл в тычки ножом, но у мальчика случился эпилептический припадок, во время которого Дмитрий случайно упал грудью на нож. Рана оказалась смертельной. Тем не менее, народная молва обвинила в убийстве Бориса, так как смерть Дмитрия была в интересах Годунова. Она спасала его от опалы в будущем и очищала дорогу к трону. После смерти Дмитрия в июне того же 1591 года в Москве вспыхнул сильный пожар, истребивший весь Белый город. Борис старался оказать помощь погорельцам, но пронесся слух, что царь нарочно велел зажечь Москву, чтобы милостями привлечь ее жителей. Приход крымского хана Казы-Гирея под Москву летом 1593 года приписывался также Борису, который будто бы желал отвлечь народ от смерти Дмитрия. Царь Федор Иоанович умер, не оставив потомков. В этом тоже обвиняли Годунова. Ему оставалось или достижение престола, или падение. Чтобы избежать смерти, пришлось выбрать трон. Царица Ирина, чуждая властолюбия, в 9-й день по кончине супруга удалилась в московский Новодевичий монастырь, где и постриглась под именем Александры. За Ириной последовал в монастырь и ее брат. Управление царством переходит в руки патриарха и Боярской думы, а правительственные грамоты издаются по указу царицы Ирины. Во главе правительства стал патриарх Иов, который был убежден, что Борис Годунов – человек, наиболее достойный занять престол. Но Годунов поначалу отказывается и живет в монастыре. После речи Иова на Земском соборе, прославлявшей Бориса, единогласно постановили бить челом Борису Федоровичу и кроме него никого на государство не искать. После упрашивания и даже угроз отлучением от церкви Борис согласился. 30 апреля Борис Годунов с семьей переехал из Новодевичьего монастыря и поселился в царском дворце. Первые годы правления Годунова были продолжением царствования Федора Ивановича, что естественно, так как власть осталась в тех же руках. Современники хвалили Бориса. Он цвел благолепием, видом и умом всех людей превзошел. Муж чудный и сладкоречивый, много устроил он в русском царстве достохвальных вещей. Ненавидел мздоимство, старался искоренять разбой, воровство, корчемство, но не мог искоренить. Был светлодушен и милостив и нищелюбив. В 1601 году Борис снова разрешил переход крестьян во всей Руси, кроме Московского уезда, но лишь от мелких владельцев к мелким. Он сознавал отсталость русского народа в образовании и хотел завести в Москве высшую школу, но встретил препятствия со стороны духовенства. Годунов впервые послал несколько юношей учиться в Западную Европу. Эта первая отправка оказалась неудачной, все они остались там. Однако иностранные купцы пользовались покровительством царя. Немцам разрешили построить в Москве лютеранскую церковь. Хорошее отношение Бориса к иностранцам порождало неудовольствие в русских людях. Внешняя политика была еще более мирной, чем при Федоре, так как Годунов боялся военной неудачи испортить свое царствование. Однако он собирался сделать из Ливонии вассальное королевство и вызвал в Москву шведского принца Густава, сына сверженного короля Эрика XIV, изгнанником скитавшегося по Европе. Царь думал женить Густава на дочери Ксении, но Густав своим беспечным поведением навлек гнев Бориса и был сослан в Углич. Во время переговоров с Данией из-за русско-норвежской границы в Лапландии царь сказал, что хочет иметь зятем датского королевича. В Дании это охотно приняли, и принц Иоанн, брат короля Христиана IV, приехал в Москву, но вскоре заболел и скончался. В 1604 начались переговоры о браке Ксении с одним из герцогов шлезвигских, но их прервала смерть Бориса. 13 апреля 1605 года Борис скоропостижно умер, ему было всего 53 года. По одним данным он умер от болезни, по другим покончил с собой. Но незадолго до смерти царь по собственной воле постригся в монахи под именем Боголепа. Похоронили его с почестями в Архангельском соборе Кремля, в некрополе. Однако мало кто знал, что это было временно. Затем народ, бояре и князья присягнули сыну Бориса, Федору, которому отец постарался дать отличное воспитание. Но процарствовал Федор Борисович очень мало. Он вместе с матерью погиб насильственной смертью. Смерть Бориса Годунова стала началом смутного времени.
Даже его останки стали жертвой политических неурядиц. Тело Годунова не пролежало в некрополе и 2 месяцев. Мятежники под предводительством Лжедмитрия I вытащили труп царя из собора. Приверженцы Лжедмитрия I не хотели, чтобы останки Годунова оставались в Кремлевском соборе. Лжедмитрий придумал легенду, по которой Борис был виновен в изгнании сына Ивана Грозного, вынужденного скрываться на протяжении десятилетий на чужбине. 5 июня 1605 года смутьяны вскрыли останки царя из Архангельского собора и осквернили их. Несколько дней тело неизвестно где провалялось. Потом его привезли в Варсонофьевский девичий монастырь на Сретенке. Останки поместили в деревянную колоду и закопали в Скудельнице, где хоронили нищих. Рядом с Борисом бросили оскверненные трупы его жены и сына Федора, жестоко убитых 10 июня. Борис Годунов сделал многое для простого народа во время голода из-за страшного неурожая, охватившего Европу и часть Руси в начале 1600-х годов. Царь тогда раздавал казну и хлеб народу. Несмотря на все это, москвичи с безразличием отнеслись к судьбе его останков. В июне 1605 года толпы москвичей собрались на Красной площади, чтобы увидеть выставленные тела Федора и Марии, наблюдали за унизительным перезахоронением царя Бориса в Варсонофьевском монастыре. Но не было никакого возмущения, никакой горести, только праздное любопытство. Дело еще было в том, что приверженцы Лжедмитрия объясняли жителям столицы, что Годуновы являются самоубийцами, татарами и совершенно не заслуживают христианского нормального погребения. В 1606 году на трон взошел царь Василий Шуйский. У него тоже не было особых причин чтить память Годунова, ведь Шуйский считал, что Борис оттеснил от престола исконную династию Рюриковичей. Поэтому Шуйский тоже не стал возвращать тело предшественника в Архангельский собор. Тем не менее, при нем Борис Годунов признавался законным царем, а значит, удостаивался почестей. Кроме того, Шуйский хотел переложить вину за гибель Годунова и его семью исключительно на самозванца, потому ему выгодно было как можно ярче описывать бесчинство мятежников. По одной версии, в конце осени 1606 года, по другой, в феврале 1607 года, останки тел Годуновых извлекли из общей ямы и привезли в Троице-Сергиеву лавру. Во время своего правления Борис Годунов сделал огромные пожертвования для этого монастыря. Например, в 1585 году он подарил туда 1000 золотых рублей. На этот раз жители Москвы торжественно попрощались с царскими останками, о чем писал немецкий наемник Конрад Бусов. Тело Бориса Годунова несли 20 монахов, его сына Федора 20 бояр, жены также 20 бояр. За ними шли пешком до самых Троицких ворот все монахи, монашки, попы, князья и бояре. Здесь они сели на коней, а тела приказали положить на сани и сопровождали их в Троицкий монастырь, расположенный в 12 милях от Москвы. С траурной процессией шла и дочь царя Ксения Годунова, которую обесчестил Лжедмитрий, а потом она постриглась в монахини. Правда, ходили настойчивые слухи, что в монашестве Ксения родила сына от Лжедмитрия. В Троице-Сергиевой лавре Годунова его жену и сына захоронили по царскому чину, под западной папертью Успенского собора в специальном склепе. Кандидат исторических наук Сергей Шакарев так описывает захоронение. В паперти над Годуновыми были установлены надгробницы с покровами, на стенах помещены иконы, перед надгробницами поставные свечи. Для царя приготовили самое пышное надгробие, а вот его тело поместили в место захоронения весьма необычным образом. Бориса Годунова перезахоронили сидя. Почему на самом деле избрали именно такое положение, исторические источники умалчивают. Однако можно предположить, что останки были деформированы после событий 1605 года, когда тело царя засунули в колоду. Так как перезахоронение совершалось в холодное время года, то разогнуть окоченевший труп не смогли. Но тут возникает вопрос, ведь тела Ирины и Федора Годуновых перезахоронили в то же самое время, и они также подвергались поруганию. Тем не менее, они были перезахоронены в обычной позе, лежа. Потому есть и иное объяснение особенностей захоронения царя, ставшего перед смертью иноком. Сидячее положение усопшего допустимо в традиции восточного христианства. Так, например, покоятся мощи патриарха Константинопольского Афанасия Цареградского в кафедральном соборе Харькова. Есть еще версия, что организаторы перезахоронения, а именно Василий Шуйский, оставили намек на татарское происхождение Бориса Годунова. С распространением ислама у татар также распространился обычай хоронить усопших в сидячем положении. Как бы то ни было, именно в таком положении Борис Годунов наконец-то упокоился на 300 лет. В наше время те, кто побывал в Троицко-Сергиевой лавре, знают про палатку-усыпальницу семьи Годуновых. Эта палатка появилась в 1781 году, когда прежнюю паперть Успенского собора не то разобрали, не то она обрушилась от старости. Однако останки бережно сохранили, поставив укрытие. В правлении династии Романовых ежегодно в день кончины Бориса Годунова совершалась панихида по нему и его семье, как по невинно убиенным.
Но после революции тела двух царей и других их родственников потревожили. Кто это сделал, сказать трудно, но, скорее всего, в могилах искали драгоценности. Как видно на фотографии из коллекции краеведа Александра Ртултовского, в 1929 году усыпальница находилась в почти разрушенном состоянии. Предполагают даже, что в ту пору в ней ночевали беспризорники. В 1945 году советский антрополог Михаил Герасимов, который изобрел метод восстановления лица по останкам, решил восстановить облик Годунова. Когда он вскрыл царскую усыпальницу, оказалось, что там кости валяются вперемешку с обрывками погребальных саванов, а черепа Бориса, Федора и Ирины сохранились очень плохо, почти превратившись в пыль. Потому антрополог отчитался, что восстановить облик Бориса Годунова никак невозможно. Правда, была версия, что черепа и вовсе исчезли из гробниц. Загорские мальчишки вытащили их во время Великой Отечественной войны, чтобы поиграть в футбол. Тем не менее, все останки семьи Годуновых, Бориса, Ирины и Федора, что удалось опознать и что сохранилось, сейчас покоятся в палатке на территории Лавры в Сергиевом Посаде. И, конечно же, останки Бориса Годунова хранятся уже не в сидячем положении. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.